Один из зрителей моего канала сориентировал меня на интересную плиту в районе станицы Азовской. Ее я покажу чуть позже. Там, осматривая ее, я пообщался с другим местным жителем. Он меня сориентировал на другое место, где что-то вроде интересное есть. Но, правда, это место еще нужно найти, найти. Потом я общался с другими местными жителями. Они меня сориентировали уже на вот это место. Ну, буду показывать то, что найду. А насколько оно будет интересно, будет видно. Как видим, здесь ярко выраженные такие каменные блоки. Даже вот плита очень большая. Метра, наверное, 2,5 на 1,5. Ну, видно, что это стащили специально. Что-то здесь было древнее. Но, к сожалению, следов обработки я не обнаружил. Ну, сейчас еще в кадр стану, чтобы был понятен размер этого объекта. И кое-что еще покажу в этом месте. Ну вот видим, какой размер. Блоки, плита очень большие. И их положение неестественное. Их сюда стащили. То ли для дальнейшей транспортировки, то ли что-то здесь было. Потому что выковыривали их, скорее всего, вот тут рядом. Сейчас я покажу. Метров через 30 уже начинается не такой ровный рельеф, как здесь, а вот ямы и расщелина. И, скорее всего, они с того места сюда перенесены. И потом поеду уже вниз по хребту. Там еще какой-то объект есть. Пройдемся теперь чуть дальше от этой кучи камней. Ну вот здесь, еще раз обращаю внимание, здесь ровная поверхность, ровный ландшафт. Тоже блоки какие-то по пути попадаются. А вот здесь уже начинаются ямы, бугры какие-то. Я сначала подумал, что это после боевых действий что-то осталось. Но нет. Вот видим. Природные пласты выглядывают. Отсюда их и выковыривали. Ну, все видно. И вот канава туда дальше пошла. Туда я уже не пойду. Ну ладно. Перемещаюсь ниже. По хребту посмотрим, что там. Спускался. Решил остановиться. Показать местные пейзажи. И заодно обрисовать ситуацию.
Вот ближайшие дольмены, видим, вот гора с плоской вершиной. Это гора Собербаш называется. Я сейчас смотрю на нее со стороны севера. Вот за ней и вот по западному склону есть дольмены, на ней. По восточному склону есть дольмены. Туда дальше за ней тоже есть дольмены. А вот здесь уже севернее этой горы уже местность более равнинная. Почему мне здесь и стало интересно проверить, что это тут за камни. И вот я сейчас спустился метров на 500. И вот сейчас по дороге будет еще метров через, ну, может быть, 500. Еще какие-то камни. А потом поеду вот здесь Азовская, не видно за деревьями. И за ней тоже. Там тоже камни. Плиту я точно покажу. А вот еще одни нужно будет найти. Они там далековато и описание смутное. Ну, постараюсь. Ну, что-то не похоже это на дольмен совсем. Несколько камней бесформенных, выложенных кругом. Тут вообще непонятно, то ли частная территория, то ли нет, не огорожено, ни указателей. Понаглеем чуть-чуть. В центре какие-то два камня. Внутри жгли что-то. Ну, не похоже это на дольмен. Там вдалеке торчит блок. Ну, тоже следов обработки нет. И вот здесь что-то еще увидел издалека. Какие-то природные пласты. Сковырнули, да и все. Ну, видно вот следы ковша какого-нибудь экскаватора. В общем, смотреть тут нечего. Едем дальше. К сожалению, один объект я так и не нашел. Накрутил 12 километров пешего пути по местным полянам и лесам. Вернулся в Азовскую. Думал, не успею в темноте. Но, в принципе, снимать можно. Это обещанная плита, про которую я говорил в самом начале видео. Интересная. Одиноко лежащая. Длина примерно метра 2,20. Ширина метра 1,5. Местная достопримечательность. Люди к ней ходят. Следов обработки я тоже не увидел. Ну, только что-то типа следов оплавления наблюдается. Видно, что она деформирована. Эта сторона отколота. Возможно, она была подлиннее или даже пошире. Нет, здесь оплавлено. Не видно, чтобы обломано было.
Ну, не совсем она одинока, лежащая. Вот рядышком. Еще кусок. Там дальше по дороге. Тоже небольшой огрызок. И вот где-то здесь я видел еще небольшой кусочек. Вон он. Я специально это показываю, чтобы было понятно, насколько куски разбросаны. Вот огрызочек. Ладно, подойдем поближе. Ну, тоже что-то обломано, что-то как будто поплавлено. Сказать, что это выковырили, когда дорогу тут делали или какую-то трассу тянули, нельзя, потому что слишком большой разброс плит. Вот дорога. Вот внизу видим часовенка. Это Азовская, соленый источник. Кстати, если сюда приедете за водой, набирайте не с крана, а чуть ниже по дороге есть неприметный краник. Там вода по-настоящему соленая, с запахом. А то, что возле забора, оно, как мне сказали, фильтрованное. Скажем так, не настоящее. Ну, сейчас еще в кадр стану, чтобы был понятен размер этой плиты. Быстро темнеет, ветер поднялся, поэтому я кратенько. Ну, размер видим. Плита необычная. Такое ощущение, что здесь что-то было от древних. Возможно, есть какая-то связь с соленым источником, которым сейчас люди пользуются. Ну и больше здесь кусков я не нашел. Ну, как-то так. На этом все.